Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! И у нас сегодня необычные вареники с творогом, рецептом которого я делилась в прошлом видео. Уверена, вам понравится, что сегодня будет происходить на нашей кухне. Ставьте лайки и начнем. 400 граммов творога, яйцо. Мне нужен только желток пока. С белком мы разберемся попозже, друзья мои. Сюда щепотку соли, ваниль, сахар по вкусу. Я добавлю где-то 1 столовую ложку, потому что еще добавлю сухофрукты. Перемешиваю. Несколько фиников. Я их заранее замочила. Можно заменить на изюм, на курагу. Вкусно совсем. Только надо косточку вынуть. Где ты, косточка? Мелко нарезаю. Ой, Сережка, сегодня будешь танцевать. Я тебя благодарю, солнышко. Пожалуйста, от такого вкусного десерта. Добавляю в творог и перемешиваю. Все, начинка готова. Теперь тесто. Белок наш. Разбиваю сюда еще одно яйцо и взбалтываю вилкой. По желанию можно добавить щепоточку соли. Не сколько взбалтываю, друзья мои, а растираю, как на детский омлет. Все, готово. Белок не тянется, все хорошо смешалось. Это в сторону. Сейчас беру разнос, можно обычную доску, и хорошо присыпаю мукой. Это, друзья мои, первый и второй слой теста. Все, тесто готово. Можно ставить кастрюлю на огонь. Сразу немного присолю. Перемешаю. Пусть начинает закипать. Беру чайную ложку, творог и на муку. И так проделываю, пока не закончится творог. Размер, друзья мои, можно регулировать по своему усмотрению. У нас перед этим были лапти. Муж смеялся. Сегодня решила сделать ему немножечко такие... Деликатные. Деликатные. О, молодец. Всегда говорю, хорошо, что есть помощник на кухне. Снова беру немного муки и присыпаю сверху. Так, без фанатизма, чуть-чуть, чтобы мне было удобно их брать в руки. Они не прилипали. Беру кусочек теста, обваливаю в муке и формую шарик. Вот такой вот. И так проделываю со всеми кусочками. Первый слой готов. Приступаем ко второму. Берем шарики и окунаем в яйцо. Я буду делать это по несколько штук. Все. Хорошенечко. Вот так вот их крутим. Не хорошенечко, друзья, просто переворачиваем. Типа купаем. Да, Сережечка, совершенно верно. Купаем. О. И снова выкладываю на муку. И сразу же делаю, друзья мои, вот так. Окунаю сразу в муке. Все. Третий слой готов. И вареник тоже готов. Вот какой он получается. Можно, конечно же, друзья, еще один слой снова обмакнуть в яйцо и снова в муку. Тогда тесто будет толще. Но мы любим так, чтобы начинки было много. Поехали. На самом деле это делается все очень быстро. Когда вы сосредоточены на работе и занимаетесь только этим. Потому что вода уже начинает закипать. Ну вот и все. Какие-то 5 минут, и у нас все готово. Отлично. Раскручиваю воду и начинаю опускать шарики. Аккуратно перемешиваю. И как только шарики всплывут, отварю 1 минуту. Через 1 минуту поливаю холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления. И достаем, друзья мои. Какие красавцы!
и в масло. Конечно же, немножечко их вот так встряхиваем, чтобы каждый кусочек окунулся в масло. Ну что, пробуем? Сейчас покажу, какой получается вареник. Вы только посмотрите, какая красота. Сколько начинки, тонкое тесто, это все сочно. Мне и сметаны не нужно, потому что здесь у меня, друзья, очень нежный домашний творог. С такой легкой кислинкой, прям вообще идеальный получился. Один творог чувствуется, да? Ну это вкусно. И тонкое-тонкое тесто. Это вкусно, друзья мои. И делали мы их какие-то 10 минут. Кстати, вместе с Сережкой делали. Это очень увлекательный процесс. Особенно, когда вы делаете это всей семьей, с детьми, с мужем. Рекомендую. Просто и весело. И вкусно. А я пожелаю всем мирного неба, счастья и благополучия. А я вкусной, понятной еды и мужей благодарных. Можно килограммами такие вареники есть. И тесто почти не чувствуется. Одна начинка и вкуснота. И реально сметаны не надо. Насколько вкусно все и гармонично. Ну давай, на здоровье тебе. Ты давно просил у меня вареников.